Рыбалка с Юрием Петрашем. Сегодняшняя рыбалка будет проходить под названием по самым трудным местам. Мы сегодня приехали в одно из моих любимых весенних мест, но учитывая погодные условия, туда не удается доехать машиной, потому что, как мы видим, везде грязь, вода. Поэтому сейчас предстоит маршрут, наверное, километров 5 к тому месту. Отправляемся в путь. Ловля в холодное время года, она обусловлена тем, что рыба, помимо того, что очень пассивна, она и достаточно локально стоит. И вот если летом рыба рассредоточена практически по всему водоему, то в холодное время она может стоять на таких локальных участках, и между ними могут быть километры пустой воды, так называемой. Поэтому сегодняшняя рыбалка не будет привязана к какому-то определенному месту. Я умышленно сегодня одел вейдерсы, потому что в списке мест, которые я хочу сегодня посетить, есть места там, где можно ловить в кроссовках, а есть места, где без забродного костюма никуда. Первыми местами у меня будут именно те места, где нужен костюм, потому что потом будет одевать его лень. Если там рыбка не окажется, будем переезжать на другие места, где можно ловить любыми способами. Сейчас меня поймут рыболовы, это любители спиннинга, именно в холодное время. Я помню, раньше мы собирались компаниями по 4-5 человек, приехали быстро таким десантом, попробовали, половили. Ничего, сели в машину, дальше. И так иногда в поисках рыбы приходилось на машине проехать до 300 километров, учитывая, что все эти места находятся в радиусе не более 40 километров от города Днепропетровска. Но, к сожалению, не всегда удается сразу найти рыбу, поэтому сегодня мы повторим маршрут. Единственное, что сегодня я буду не в большой компании, а сам, но сейчас отправимся в наше любимое первое место. Так, ну что, пройдено уже приличное расстояние до одного из наших мест. Сейчас будем начинать ловлю. Сегодня достаточно ветреная погода, и когда сильный ветер, самым главным помощником будет тонкий шнур, потому что именно шнур дают большую парусность, и чем тоньше шнур, тем чувствительнее снасть, тем дальше заброс, тем лучше для всего. А если вам повезет и все-таки клюнет трофей, неспешное вываживание все равно приведет к положительному результату. Начнем мы ловлю с 5 грамм и с приманки, которая на крайней рыбалке показала себя успешно. Это та приманка, о которой я говорил. Я надеюсь, которая будет фаворитом 2018 года. Начнем с нее, но ловить будем не только на нее. Будем ставить приманки, которые приносили все это время нам успех. Задача номер 1 все-таки найти рыбу. И как только будет контакт, путем смены веса, путем смены приманки, будем подбирать к ней ключик. Но сейчас не терпится сделать первый заброс. Сегодняшнюю рыбалку я планирую в большинстве своем провести на реке Самара. Дикая река – это место, где сложнее найти рыбу, чем на каком-то стоячем водоеме. Но чем я люблю реку, что особенно осенью может клюнуть совершенно любая рыба, как по виду, так и по размеру. То есть именно в холодное время
даже некоторые особи мирной рыбы немножко становятся хищниками. То есть в практике некоторых рыболовов, вот я уверен, были поимки именно в рот и крупной плотвы, и леща, и сазана, и карася. И это вот отдельное удовольствие, когда поклевка, упор, мирная рыба, как мы все знаем, борется тоже достаточно неслабо. И когда ты вот достаешь того же карася, ну вот ты такой очень остаешься таким довольным. Наша сегодняшняя задача в первую очередь это окунь. Окунь, как я говорил, та рыба, которую приятно ловить. Ее легче ловить, чем какую-либо другую рыбу. Это отличная рыба для новичков. Поэтому наша основная задача это все-таки окунь. Вот сейчас я нащупал, вот видно по кончику спиннинга, вот каменная бровка. То есть очень хорошее место для окуня. И очень хочется, чтобы он там был. Так, ну что, первые забросы нам ничего не принесли. Но здесь скажу маленький секретик. Вот место с очень хорошим рельефом, оно находится немножечко в стороне, буквально метрах в 30. Но так как я, как и многие рыболовы, не люблю ловить с первого заброса, поэтому первые забросы я делаю, ну скажем так, не на самом хорошем месте. Здесь бывает окунь, весной клюет. Сделав несколько забросов, поклевок не последовало, поэтому перемещусь вот в то место, которое мне нравится гораздо больше. Перед тем, как забросить, хотел бы рассказать об этом месте. Здесь идет раздвоение реки на два рукава. И вот в месте раздвоения находится небольшой камышовый остров, от которого идет каменная коса. И вот осенью я никогда не проверял это место, но весной очень часто окунь выходит сюда кормиться. Выходит даже иногда судачок. Поэтому вот первые забросы я сделаю с большой надеждой получить поклевку. Сейчас в качестве груза, так как у меня висит небольшая приманка и бросать нужно далеко, я поставил вольфрамовый грузик. Я знаю, что здесь практически не бывает зацепов, а вольфрамовый груз даст возможность именно и дальше бросить, ну, скажем так, и привлечь своим стуком осторожного окуня. Перебросив косу, я вот как бы короткой ступенькой затягиваю на косу. Когда рыба активна, она находится в самой верхней точке. Вот. И когда она не так активна, но она там есть, она находится в нижней точке. Тем самым мы забрасываем за косу, проходим подножье косы, потом забираемся на самый верх и потом с нее спускаемся. Тем самым обрабатываем, скажем так, 3 потенциальных места. То есть подножье с той стороны, вершину и подножье с этой стороны. Но то, что я ловил рыбу здесь весной, не обязательно говорит о том, что она здесь будет осенью. Ну, половим, посмотрим. Так, ну что, к большому сожалению, не сработало место, которое я выбрал первым. Поэтому сейчас включается план Б. Что такое план Б? Раньше я к этому месту всегда подъезжал автомобилем, пробовал на нем половить 30, максимум 40 минут. Если ничего, переезжал в другое место. Но так как сейчас машину оставили достаточно далеко, то на обратном пути я буду, по пути к машине я буду заходить в каждую прогалину, тем самым искать рыбу, и если мне повезет, таким образом находятся новые места.
Вот сейчас видно следы какого-то дикого животного. Я не охотник, не разбираюсь. Но это вот именно то время, когда даже животные чувствуют себя расслабленно от частого присутствия человека, скажем так. И вот гуляют там, где людей летом много, в это время их нет, и тогда животные гуляют в этих же местах. По поводу новых мест, вот так как на данном отрезке пути есть места, в которых я когда-либо видел рыбу, вот в этих местах я задерживаюсь и делаю порядка 7-10 забросов. Места, на которых я впервые, для того, чтобы максимально быстро найти рыбу и максимально быстро их пройти, я делаю буквально 3, максимум 4 заброса. Обычно наличие, когда рыба есть, свое наличие она быстро обозначит. Поэтому подробно оббрасывать места, на которых вы впервые, я особо не рекомендую. Бывает исключение, когда вот смотришь, прям оно очень красиво. Можно сделать тогда 5-7 забросов. А так 3-4 заброса и переход дальше. Самое важное при поиске рыбы, чтобы даже когда вы делаете всего 3-4 заброса, ни в коем случае это не должен быть заброс в одно и то же место. То есть это 3-4 заброса в кардинально разные места. Это и есть поиск, потому что многие рыболовы, я даже сталкивался с тем, что воспринимают буквально. Встал, 3 заброса в одну точку и пошел дальше. Вы таким образом просто трижды проверяете одну и ту же точку, в этом нет смысла. Вот сейчас мы пришли, вот красивейшее место, выходит мыс. Это то, о чем я говорил, что здесь 3 забросами не обойтись. Здесь, стоя на одном месте, наверное, забросов 10 понадобится для того, чтобы хотя бы на расстоянии 5 метров друг от друга сделать забросы. Так, начнем. А вот и наша первая рыбка. Причем сейчас произошел интереснейший случай. Вот не поверите, упала приманка, я повернулся к оператору, чтобы подсказать ракурс съемки. И когда начал делать проводку, уже там сидела рыба. То есть рыба пассивна, и вот долгая пауза заставила этого полосатого разбойника достаточно жадно съесть нашу приманку. Этого первого окушка нам удалось поймать на новинку 2018 года. Сейчас мы его отпустим. Приманку, которую съел окунь, это новинка 2018 года, поэтому мне вдвойне приятно. Ну и логично продолжить на нее ловлю. Вот сейчас, вот как нельзя кстати, работает поговорка, вот все, что не делается, все к лучшему. О чем я хочу сказать? Вот то, что после дождей размыло дорогу и нам пришлось идти пешком, совершенно по-другому я отнесся к ловле. То есть, если бы была машина под боком, мы, обловив первое место, сразу бы сели и уехали.
А так, как я сказал, включился план Б, и мы пошли монотонно продолжать ловлю. Это вот та классическая ходовая рыбалка. И вот буквально, наверное, 3-е место вот принесло нам первого окунька. Небольшого, но зимой к этой рыбе относятся совершенно по-другому. Меня поймут особенно любители ловли на мормышку. Потому что, как правило, вот именно некрупный окунь зимой дает нам возможность получить удовольствие. Конечно же, гораздо приятно ловить окуня более крупного размера. Ну, надеюсь, и его мы тоже поймаем. Так, ну что ж, достаточно подробно мы обловили это место. Даже вот я после того, как не было поклевок, поставил более легкий вес и приманку другого цвета. Поклевок нет, идем дальше. Рыбалка с Юрием Петрашем. Сейчас я вот опять поймал себя на мысли, то, что обычно вот я рассказываю на всех осенних и весенних рыбалках. Сейчас вот, проходя вдоль берега, я захожу вот в каждое место, в каждом месте я могу спокойно побросать. Это именно то отличие от летней рыбалки, ощущение полной свободы, потому что летом здесь сидят в каждой дырке любители ловли на донную снасть. Как правило, это стоит целая стена спиннингов, которые заброшены самыми разными убийцами карася, фидеры, вот все что угодно. И даже когда ты пытаешься аккуратно рядышком залезть в камыши, все равно обязательно какая-то снасть будет заброшена наискосок, и ты обязательно ее зацепишь. И вот половить хоть как-то не всегда получается. То именно поздняя осень и ранняя весна дает вам возможность ходить королем, где вы хотите. И несмотря на плохой клев, все равно эта рыбалка, отдельное удовольствие. И вот те редкие поклевки, это нечто большее, чем удовольствие. Сейчас, переходя с места на место, я столкнулся с такой проблемой, как сильный ветер. Вот сейчас порывы ветра, наверное, до 12-15 метров в секунду. И несмотря на то, что мы находимся в относительно тихом месте, там на открытом порывы очень большие. И я вынужден ловить очень тяжелым грузом. Но в данном случае глубина 1,5-2 метра и мягкое дно, очень некомфортно делать проводку. Поэтому сейчас я хотел бы рассказать, каким образом я выхожу в данной ситуации с помощью отводного поводка. Значит, для этого нам понадобится флюрокарбон, где-то примерно 1,20 м, 1,50 м. Берем вот такой кусочек. К этому флюрокарбону вяжем крючок, подходящий по размеру к данной приманке. Сейчас на флюрокарбоновый поводок я хочу повесить приманку Dagger размером 2,5 дюйма. Это одна из лучших приманок для ловли на отводной поводок.
Она выпускается в размерах 1,6, 2,5 и 4 дюйма. Для берега лучше всего использовать либо 1,6, когда рыбка совсем осторожная, либо 2,5 дюйма. Но так как я хочу, надеюсь, поймать рыбку покрупнее, я возьму размер 2,5 дюйма. Приманка имеет самую простую форму, вот в виде такого червячка. Но несмотря на это, ну вот, один из фаворитов, один из лидеров по уловистости. Несмотря на такой пассивный хвостик, в воде, если посмотреть, он достаточно энергично работает, такими как бы короткими, быстрыми колебаниями. На отводной поводок лучше всего оснащать приманку офсетным крючком, но так как сейчас уже практически нет травы и реализация выше с открытым крючком, я оснащу крючком S57, серия называется микроджиг, которая используется для шарнирного монтажа, имеет большое ухо, ну для отводного поводка она также подойдет. Итак, мы берем крючок и привязываем любым узлом. Лично мне нравится узел, это вот продев в ушко, мы делаем 4-5 оборотов и возвращаем в петлю, ну, в образовавшуюся петлю. И потихонечку затягиваем. Ко второму концу привязываем грузик. Вот в данном случае это 10 грамм. Как правило, вот подобной снастью я использую грузики 7-10 грамм. Вяжем таким же узлом. Вот груз имеет такую продолговатую форму. Он хорошо летит, хорошо проходит сквозь любые препятствия. Имеет в верхней части вертлюжок. Вот, вяжем его таким же узлом. 4-5 оборотов и возвращаем обратно в петлю. Таким образом, у вас вот есть отрезок флюорокарбона. На одном конце находится грузило, на втором крючок. Потом отступаем вот сантиметров 15-20 максимум и вяжем самую обычную петлю. Вот сложили вдвое и завязываем вот простой узел. Таким образом мы получили, может, не самый идеальный вариант отводного поводка, но самый быстрый. И теперь к существующей снасти за поводок, который имеет застежку, мы цепляем данный монтаж. Таким образом мы сэкономили кучу времени на вязку снасти. И в случае необходимости мы его можем быстро отстегнуть и продолжить ловлю на классическую джиг-проводку с джиг-приманкой. Теперь нам осталось вот таким легким движением нанизать нашу приманку и отправить ее в воду. Небольшое примечание: для ловли на отводной поводок я, как правило, не использую флюорокарбон тоньше, чем 0,2. 0,2 и выше. На мой взгляд, вот его толщина придает большую парусность, и приманка как бы дольше зависает в толще воды, тем самым дает возможность хищнику, даже очень осторожному, подойти и атаковать приманку. Что будет происходить под водой сейчас? С помощью тяжелого груза мы далеко забросим нашу приманку, и этот тяжелый груз вот любой проводкой должен привлекать, создавать шум для хищника. Сама же приманка, так как не имеет груза, будет вот как бы парить в толще воды. И осторожная рыба вот имеет возможность ее попробовать, не чувствуя никакой тяжести. И вот, как правило, рыба питается путем всасывания. И в таком виде приманка быстро и легко вот как бы проваливается в пасти хищника. Поэтому есть груз, который шумит, подходит хищник, если он там есть, видит свободно парящую приманку и ее атакует. Проводка самая обычная. Мы забросили и таких как бы два высоких подрыва и держим паузу. Пауза может быть очень длинная, но обычно это происходит уже после того, когда рыба найдена, потому что
делать длинные паузы в местах, где рыбы может не быть, ну, как бы достаточно нудновато. Поэтому, ну, пауза, ну, 1-2 секунды при поиске ее достаточно. Ловля на отводной поводок является не самой моей любимой ловлей, но вот ее эффективность зачастую очень поражает. Я вот в предыдущих передачах демонстрировал, ко мне вот в гости приезжала девочка Ева, и вот был момент, когда вот, кстати, на приманку Даггер 4 дюйма, ну вот такие очень хорошие окуня исправно клевали. То есть это вот был тот момент, когда вот рыбе нужен был именно отводной поводок. Среди спортсменов даже бытует мнение, что в одной стае окуня всегда рыба делится вот та, которая ловится на джиг, и та, которая на отводной. Но это домыслы, догадки, теории спортсменов. Сейчас пришла наша приманка, и вот хорошо видно, что вот небольшие остатки травы вот есть на грузике, который идет впереди и собирает, ну, если можно так сказать, весь мусор. А приманка при этом остается чистая. То есть у нас впереди идет шумящий такой разведчик, который на себя собирает все ненужное. Ну а сзади идет наша красивая приманка. Ловля на отводной поводок очень часто спасает вот не спортсменов, а рыболовов, береговиков, потому что, ну, к большому сожалению, рыба находится иногда на очень дальних дистанциях, а клюет на мелкие приманки. И вот тогда, в этом случае, на помощь приходит отводной поводок, груз которого может достигать 50-70 грамм, которые дают возможность забросить на дистанцию 100 метров. При этом приманка может быть очень деликатная, находиться в стороне. Поэтому для многих мест это там является чуть ли не главным выходом из ситуации. Лично я, как правило, вот хожу со своим любимым удилищем, которое имеет тест до 12 грамм. Поэтому максимальный вес, который я могу использовать при ловле на отводной поводок, это 12 грамм. Но в арсенале моих мест, ну, для которых нужно иметь заброс 70-80 метров с берега, их нет. Поэтому грузом до 12 грамм я справляюсь практически во всех местах, где я ловлю рыбу. При ловле на отводной поводок крайне редко можно почувствовать поклевку. Обычно на следующем подрыве вы уже чувствуете рыбу. Вот, может быть, поэтому мне не нравится ловля, потому что поклевка для меня очень важна. Но, повторюсь еще раз, эффективность его иногда бывает выше всяких похвал. Так, ну что ж, вот мы благополучно добрались до автомобиля. Перепробовали как ловлю на классический джиг, так и на отводной. Сейчас перейдем в другое место, потому что данное место принесло нам, к сожалению, пока только одного окуня.
что ж, дорогие друзья, подошла к концу еще одна наша рыбалочка. К большому сожалению, мягко говоря, не очень нас сегодня порадовала рыбка. Но тем не менее, несколько пунктов закрыть мне удалось. Ну, во-первых, какая бы рыбалка ни была, она все равно приносит массу положительных эмоций и удовольствия. Второй момент, вот в последних рыбалках я стараюсь, чтобы вот та новая приманка, о которой я говорил, была в каждой рыбалке хотя бы одной рыбы в пасти. Это придает мне больше уверенности, что на нее сможет поймать как любитель, так и профессионал. Третий момент. Сегодня я попытался вам рассказать о том, каким образом можно ловить с помощью классического джига, с помощью отводного поводка. Несмотря на то, что отводной поводок именно сегодня не сработал, это нужно взять во внимание. Бывают моменты, когда это ваша палочка-выручалочка. Ну а всем рыболовам, которым нравится наше творчество, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и до встречи на следующих рыбалках. Рыбалка с Юрием Петрашем.